Смотрите, вот зарядка была не просто так придумана. Это не просто так, это прогрев вашего автомобиля. Вы, когда выходите зимой из дома, вы не едете сразу, вы заводите сначала и ждете 10-15 минут, чистите снег, чтобы ваш автомобиль прогрелся, чтобы коробка передач, масло в ней хотя бы чуть-чуть нагрелось, потому что там минус 30, например. Все нужно прогреть, всю систему, чтобы она подготовилась к повышенной этой физической нагрузке, чтобы сердечно-сосудистая система садаптировалась. Вот то же самое и с зарядкой. Вы там спите, лимфатическая система не работает, она не двигается, да, пока мы спим, то есть мышцы не осуществляют работу. Соответственно, вы просыпаетесь, нужно, во-первых, выпить достаточное количество воды, чтобы запустить обменные процессы, запустить процесс очищения и сделать элементарно, как любые, может быть, это не обязательно должен быть какой-то комплекс. Ну, если вы сделаете комплекс, круто, но если вы уже что-то просто сделаете, подвигаетесь, какие-то, просто что вам хочется, вы спросите себя. У нас, знаете, у многих такая история, что вот надо сделать определенные упражнения или пойти в зал, или и там что-то, короче, работать. И мы забываем о том, что мы можем сделать даже элементарные какие-то вещи, минимальные, которые нам хочется нашему телу, спросить его, что ты хочешь сейчас поделать, понаклоняться, потянуться и так далее. И это уже будет классным фактором. Мы просто привыкли, что с детства нам никто не подкреплял наши положительные изменения. Мы там что-то сделали классное, пришли к родителям, родители сказали, ну, что там, нормально, типа. А для ребенка это было, вау, типа, я сделал такое, а мне сказали, ну, что это такое? Ну, для взрослого это, ну, что такое? А для ребенка это было вау, и не подкрепили. Не подкрепили раз, не подкрепили два. И в итоге вы просто теряете от таких вот незначительных каких-то маленьких вещей мотивацию. И вы думаете, ну, вот если проводить тренировку, то надо ехать в тренажерный зал, и там, короче, 1,5-2 часа, потом в сауну. Вот это тренировка. А на самом деле ваша жизнь строится из маленьких-маленьких шагов постоянно. И вот зарядка — это такой маленький шаг, когда вы можете, бац, сделали, запустили систему. Буквально 5, 10, там, 15 минут. И у вас весь день будет идти из вот этого повышенного запущенного состояния. Дальше что мы еще можем делать? Просто элементарно в течение дня взять поприседать. Отправиться на прогулку. Приседание вообще на самом деле универсальный инструмент. Для женщин и для мужчин. Задействуют все мышцы практически в вашем теле. Ноги, точнее, самая большая крупная группа мышц. Соответственно, когда вы задействуете крупные группы мышц, у вас начинают работать надпочечники на выделение гормонов, стероидных там и так далее. Для того, чтобы запускать процессы восстановления, запускать биохимические реакции. Когда вы потренировали мышцы, хотя бы элементарно, хотя бы чуть-чуть, вы чувствуете, они разогреваются. В них начинаются химические преобразования, начинается потребление глюкозы и так далее. Ваше тело становится лучше, более приспособленным. Помните, мы с вами говорили, что слабые клетки природа утилизирует, и слабые организмы природа утилизирует. И наша задача постоянно адаптировать свое тело для того, чтобы не попадать под этот процесс утилизации. Поэтому вот такие маленькие тренировки в течение дня, даже для спортсменов, они работают невероятно мощно. Не одна там тренировка в день, где мы там перетрудили свою нервную систему, а мы когда тренируем, мы тренируем не только мышцы, но и тренируем нервную систему. И чаще всего мы как раз-таки устаем не мышцами, а мы устаем нервной системой, которая отдает импульсы, там, поднимать руку, опускать руку и так далее. Или бессознательным, да, импульсом, про что я говорил, когда работает наша пищеварительная система, дыхание, печень, там, почки. Мы, когда тренируемся, мы тренируем нервную систему. Если она перетренировывается, а чаще всего долгие тренировки, они как раз-таки перетренировывают, и нам надо потом очень долго восстанавливаться. А если много коротких тренировок и по чуть-чуть, восстановление быстрое, и мы можем тренироваться практически без остановки. Это вообще секрет такого профессионального спорта. И это тоже можно использовать и обычным людям, то есть постоянно запускать эти реакции. И вы, запуская химию своего тела, вы получаете этот дополнительный приток, источник энергии, источник хорошего самочувствия, потому что гормоны выделяются. Дофамин выделяется во время тренировки. То есть вы можете получать дофамин из алкоголя, еды, а можете получить его из тренировки. И вы все время стоите в выборе, что сделать. Но поскольку вы просто привыкли, нужно менять эту привычку. Эта привычка, она меняется. Все вообще абсолютно можно изменить. Абсолютно все. Нужно просто сделать выбор, в какую сторону вы хотите двигаться.